Привет, ребят! Сегодня покажу вам день из своей жизни. Это будет влог. Я очень надеюсь, что такой формат видео вам понравится. Постараюсь это видео сделать максимально естественным, чтобы действительно отобразить свою повседневную жизнь. Что я делаю дома, чем занимаюсь. Я уже, кстати, давненько проснулась, уже успела помыть голову, принять душ, потому что у меня очень много планов и съемка в том числе. Утреннюю рутину я еще не делала, там уход и так далее, специально для того, чтобы вам сейчас все показать. Поэтому пойдемте в ванну. Так, здесь в ванной у меня небольшой хаос, здесь у меня вся косметика, которую я использую чаще всего, здесь у меня какая-то декоративка, уход, продукция для волос. Тоже по поводу укладки, я не делаю укладок, я просто мою голову, там чуть-чуть подсушиваю феном, потом они сами досыхают, и я просто беру масло на кончике. И, кстати, масло я использую вот это вот Moroccan Oil, он так классно пахнет. Сейчас нужно еще нанести. Мой уход утром — это обычно вот эта вот пенка. Умываюсь я всегда такой прохладной водой, для того, чтобы лицо пришло в норму, чтобы отеки ушли. Так, дальше я наношу сыворотку. Сыворотки осталось совсем мало, с учетом того, что она стоит $350. Меня это очень расстраивает. Вообще я вам скажу, что да, расход сыворотки, конечно, но у меня она вообще не экономичная. То есть я купила сыворотку эту, мне кажется, еще даже месяца не прошло. Ну окей, я думаю, что на месяц хватает. Уход за собой, красота стоит недешево. Скоро нужно будет снова заказывать. Так. Я наношу ее таким образом. Здесь пипетка, кстати, довольно удобно. Наношу на лицо и просто втираю. Ну и последний этап — это нужно нанести крем после сыворотки. И это обязательно и очень важно не путать шаги, потому что эффекта будет ноль. То есть всегда должна быть такая последовательность. Сначала очищение, потом сыворотка и потом крем, который это все закрепляет и усиливает свойства сыворотки. Этот крем тоже от Barbary Sturm. Ну, кстати, крем более экономичный, нежели сыворотка. На самом деле я вижу эффект от этой косметики, я уже пользуюсь месяца 3, наверное. И я могу сказать так, что не то чтобы какие-то чудеса происходят, но сама кожа выглядит более ухоженной, что ли. Как-то более тон кожи равномерный. Макияж покажу вам здесь в спальне, потому что в ванной у меня очень плохой свет. Ну, он нормальный, но на камеру получается не очень, поэтому покажу в нетипичной для меня обстановке. Чуть не забыла. Солнцезащитный крем — это очень важно, часто забываю. И вот у меня последний раз был случай, что я не нанесла солнцезащитный крем, и думаю, да ладно, ничего страшного, на улице пасмурная погода. И в итоге, что вы думаете, я подгорела под тучами, потому что мы целый день снимали тренировки на пляже. Да, этот солнцезащитный крем — это просто восторг. То есть кожа сейчас увлажненная, как будто после обычного такого увлажняющего хорошего крема. И можно спокойно нанести остальной макияж, и нет ощущения, что, знаете, чересчур много всего на лице. То есть нет никакой жирноты, нет никакой липкости, просто прекрасно. Сейчас я нанесу на кожу базу Tom Ford, она с таким подсвечивающим эффектом, кожа будет сиять. Так как у меня сегодня будет съемка на пляже, хочется, чтобы у меня был такой сияющий лук, чтобы на солнце кожа красиво сверкала. Не знаю, видно ли на камеру, как он блестит. Опять же, если вам кажется, что он блестит слишком, то можно в конце исправить пудрой. То есть просто запудрить те зоны, которые хочется, чтобы были матовыми, и оставить хайлайт там, где вам нравится. Дальше я буду наносить тональное средство. Называется он вот так. Я, честно, я не знаю, как он произносится. Это японский бренд, я про него вам рассказывала. Это Aqua Foundation, то есть она очень такая водянистая, но мне нравится, что она выглядит естественно на коже, нет такого эффекта маски и при этом хорошо перекрывает какие-то недостатки, если они там есть. Наносить я буду все руками. У меня есть и бьюти-блендер, и кисти, но иногда мне руками это сделать проще и, кажется, даже естественнее получается.
Я не крашу брови, я ничего не использую, максимум это может быть либо прозрачный гель для бровей, чтобы их зафиксировать, либо щеточка там, то есть я расчесала и все. Дальше я буду использовать палетку Dior. Тени, кстати, какой-то номер, сейчас я вам скажу. Это 689. Мне нравятся оттенки золотой, коричневый. Я буду брать золотой цвет за основу и наносить на все веко. Дальше с помощью коричневых теней я буду рисовать стрелку. Стрелка будет такая естественная. Хайлайтер у меня от Анастасии Beverly Hills. Наношу на носик, вот так, вверх на губу и на скулы. Для румян я использую вот такой тинт от бренда Perricone. Его можно использовать не только как румяна, можно использовать на губы, тоже получается очень естественно. Пудру я использую от Make Up Forever. Пудра рассыпчатая, бесцветная. Так, вуаля, мой макияж готов. И уже нужно перемещаться на кухню, потому что, если честно, я уже очень сильно опаздываю. Что это тут за стеснительная красавица сидит, а? Что это за девочка такая красивая? Обычно по утрам я пью воду, обычную, теплую, то есть я беру кипячу воду и потом разбавляю с холодной, добавляю туда немного сока с лимона, можно добавить меда. Сегодня я завтракать вообще не буду, не хочу, тем более я собираюсь сейчас на танцы и не очень приятно заниматься мне на полный желудок, поэтому я поем потом. Скорее всего, у меня уже будет ланч такой плотный. Да, кстати, я сейчас еду на танцы, за мной должна заехать Юля. Юля, которую вы знаете, косметолог, она еще является моей соседкой, она живет здесь буквально рядом, и к нам приезжает хореограф 2 раза в неделю, и мы занимаемся здесь в парке неподалеку, я вам покажу, как это происходит. Так, тут что у нас такое происходит? Нам посылка какая-то пришла, Женя занес что-то огромное. Судя по всему, это не мне, это Жене, какая-то техника. У нас ее становится все больше и больше. Ты мой любимый котенок. Сейчас нужно решить, что я надену на танцы. В прошлый раз я сделала вообще огромнейшую ошибку. Я увидела, что пасмурно, и в итоге я надела спортивные штаны, спортивную кофту вообще с длинным рукавом. Я дико спарилась. Я поняла, что как бы на улице холодно не было, не выглядело, нам будет все равно жарко, потому что мы очень так разогреваемся. Кстати, еще ни разу не надевала шорты на танцы. Я вот попробую сейчас, может, мне в них будет комфортно, надеюсь. Думаю, этот топ оставлю. Да, только шорты надену. Кстати, у меня, наверное, 80% моего гардероба это сплошной спорт. У меня так много спортивных комплектов. Я сама их себе покупаю, мне их бренды разные присылают. Но мне кажется, что в этих шортах мне будет комфортно заниматься. Единственное, они немножко вверх подпрыгивают, но я надеюсь, что будет все окей. По крайней мере, мне не будет жарко, как в спортивных леггинсах. Доброе утро. Что такая красивая утром?
приветик. Да, красивая, скажи мне, ты в 6 проснулась? Танцы у нас проходят в этом парке, это 5 минут от нашего дома. Здесь еще баскетбольное поле позади меня. Здесь я, кстати, не раз тоже фотографировалась, там для Уиспенс очень классная локация, очень красочно выглядит на фотографиях. Зеленая лужайка, здесь дети обычно с родителями гуляют, с собаками люди гуляют. Буквально в 2 минутах здесь еще теннисный корт. В общем, любая активность на любой вкус. Просто огромнейшее баскетбольное поле, куда можно приходить не только в баскетбол поиграть, а можно даже с ковриком прийти позаниматься здесь. Вид какой, вот там можно просто любоваться горами, холмами. Вообще, какая красота, кайф. Еще мне нравится, что у нас здесь лиственные деревья, потому что когда мы жили в Голливуде, у нас там было, скажем, мало такого. У нас в основном там либо пальмы, либо вообще зелени не было. Здесь прям вот. Это было круто, ребят, чувствую себя просто восхитительно. Вообще тело мне настолько благодарно после моих танцев, потому что и мышцы подтягиваются, и растяжка улучшается, да и вообще настроение классное. Я просто в восторге. Также, ребят, хотела поделиться с вами новостью. У нас на платформе Wispens также вышел танцевальный фитнес совместно со мной, который я записала еще, когда была вдохновлена своими уроками по танцам. Я еще давно ходила, и потом у меня был перерыв, вот я сейчас снова возобновила. И это настолько гениально вообще объединять фитнес с танцевальными движениями, потому что это не только то, что помогает вам сбросить вес, вы по-любому, вы потеете, потому что много кардио, и, конечно же, вы теряете вес, но также это еще и проработка мышц, а также это и растяжка, это еще и координация движений, это развитие женственности, раскрепощенности, то есть там много-много всего, мне кажется, вообще это каждой девушке будет очень полезно, вне зависимости от того, какие вы вообще цели преследуете в фитнесе, это очень круто. Также хочу поделиться с вами информацией, что мы решили в честь выхода этого курса сделать скидки, которые у нас будут до 11 сентября, поэтому, ребят, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь на платформу Wispens по самой выгодной цене, переходите по ссылке под этим видео. Я уже дома переоделась, мне нужно сделать кое-какие домашние дела по работе. Это записать voice-over для наших уроков, потому что скоро у нас выйдет на Wispens новый курс, это будет танцевальный фитнес, очень крутой, и мы очень долго искали артистов, которые могут озвучить этот курс, но нам не нравились эти голоса, потому что, возможно, вы знаете, люди, которые профессионально занимаются озвучкой, у них такой хорошо поставленный, красивый голос, но они словно не могут передать вот это вот настроение, тот заряд энергии, который должен человека мотивировать во время тренировки. То есть получается такая начитка, словно они читают просто аудиокнигу, и сколько бы мы ни просили там делать более энергичнее интонацию, все равно получается, знаете, по-дикторски слишком, то есть нету вот этой энергии, которая там должна была быть, и поэтому мне нужно самостоятельно это начитывать, несмотря на то, что я не профессиональный там диктор, у меня не поставлена настолько круто речь, как у них, конечно же, но я настолько вкладываю всю свою энергию в голос, когда я записываю, что я после записи просто вообще как лимон выжали, потому что я стараюсь даже визуализировать, словно это я делаю сейчас эту тренировку, словно я сейчас тоже так же устала, и чтобы это было естественно, чтобы человек тоже чувствовал вот эту энергию, что вот-вот нужно докончить, да, я устал, но я буду продолжать, и то есть я очень много сил трачу на это. И плюс начитываю по несколько раз, потому что, как я говорила, голос не идеальный, то есть где-то там вот это вот дыхания не хватает, где-то вот слюну я глотаю и так далее, мне приходится перечитывать тоже по несколько раз, и потом у меня связки болят, то есть это реально очень сложная работа, и у нас 10 уроков, я начитала 6 уроков, еще осталось 4 урока, и вот я сейчас планирую это доделать. Добро пожаловать, ребят, в мою студию звукозаписи, а если серьезно, это просто моя комната для работы, творческая студия, скажем, назовем это так, но звук у меня профессиональный, он реально классный, вот это вот все, как вы видите, плед я постелила для того, чтобы была звукоизоляция еще больше, чтобы не было эхо. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Здесь у меня на компьютере специальная программа,
для звука, которая пишет. Нажимаю эту кнопочку, идет запись. Затем я должна сидеть вот так возле микрофона и начитывать текст. Текст у меня в телефоне. И тут я сижу часами, реально часами. У меня вчера после этой записи вот болели все связки, вот просто, знаете, горло болит, дерет, вот такое ощущение, что оно как будто простужено, но оно не простужено. Нажимаем кнопку запись, запись у нас пошла, все стало таким красненьким. Это упражнение хорошо тренирует равновесие. Почувствуйте, как тянется ваш квадрицепс. Хорошо, давайте поменяем сторону. 1, 2, 3 и закончили. Это была отличная тренировка. Так, со звуком я закончила. Сейчас у меня есть еще одна работа, немаловажная, потому что мы будем осенью внедрять новую функцию в нашу платформу Wisponse. Теперь у нас там будет функция марафоны, где люди могут постоянно принимать участие в марафонах, и нам нужно снять как бы полноценный курс, марафон. Мы будем записывать эти тренировки уже в эту субботу, и мне нужно подготовиться. У меня здесь есть документ, где все расписаны, все упражнения, и мне нужно как бы прогнать это, чтобы съемка прошла более просто, гладко, потому что время у нас, как обычно, ограниченное. Так, я переодела аутфит. Кстати, очень классный спортивный комплект. Я забыла его включить в прошлое видео про свои новые покупки, но комплект реально очень крутой. Цвет, во-первых, красивый, мятный, во-вторых, ткань очень крутая, сидит хорошо. Единственное, что его лучше носить на такой осенне-весенний, я бы сказала, период, потому что летом в нем, безусловно, жарко. Но так как я сейчас собираюсь в спортзал, там у нас работают кондиционеры на всю, поэтому мне будет нормально. Спортзал у нас находится на территории нашего комплекса. Мне кажется, что когда я делала обзор нашего жилья, я вам сейчас забыла показать спортзал. Сейчас мы туда пойдем. Так, получается, у нас здесь бассейн, и в этом же здании, напротив бассейна, там у нас и спортзал. Устала, ребят. Сегодня было много физической нагрузки, танцы, подготовка к курсу. Очень круто, когда твоя работа связана со спортом, с красотой, со здоровьем, что это тебя мотивирует и всегда хочется поддерживать себя в форме. Это классно. Всегда о такой мечтала. Рада, что свою жизнь построила таким образом. Я вот вспомнила, что еще ничего абсолютно не ела, не завтракала, и уже время ланча. Думаю, что я сейчас в магазин съезжу за продуктами и приготовлю сытный обед, а то у меня сегодня дефицит калорий. Я думаю, что я сейчас поеду в Whole Foods, потому что Erewhon, который возле нас, он классный, но я там была буквально вчера и позавчера. Я практически каждый день, наверное, туда езжу, что-то покупаю, и давно не была в Whole Foods, тем более там есть кое-какие продукты, которые не продаются в Erewhon. Вообще, я просто в восторге от этой дороги. Я каждый раз сюда еду, мы с Женей когда ездим, мы в шоке просто, что мы здесь живем, что вот это 10 минут от нашего дома. Просто раньше мы и подумать не могли, что мне кажется, даже все-таки красивые места природы. Здесь просто огромнейший выбор молочных продуктов. Молочных я сейчас подразумеваю растительных молочных. Вот это, ребята, очень вкусно. Это банановый веганский хлеб. Это я точно куплю. Так, а вот, ребят, веганские роллы. Я, кстати, постоянно покупаю. Здесь просто авокадо, огурец и при этом очень вкусно. Итак, нам сегодня понадобится киноа, кокосовое молоко в банке и грибы. У меня тут разных 3 вида. Мы будем делать подливы. Лук еще, чуть не забыла. Так, я думаю, что прежде чем начнем это резать, стоит поставить вариться киноа. Она будет вариться недолго, но лучше сделать это в первую очередь.
Кстати, когда я варю, например, какие-то крупы, там что-то делаю, суп готовлю, я предпочитаю делать это не на воде из крана, а на вот этой хорошей фильтрованной воде, потому что все-таки мы это будем употреблять. Ну, то есть одно дело просто картошку, например, да, там сварить в кожуре, в какой-то воде, без разницы какой, мне кажется, это не так страшно, как крупа, которая все-таки она впитывает в себя в эту воду, и хочется быть уверенным, что вода будет хорошая. А вообще лучше все варить на хорошей воде. Они, кстати, так классно пахнут, не как шампиньоны такие, которые, знаете, вообще без запаха, они пахнут как реальные лесные грибы, вот как я вспоминаю, как в детстве я ходила по грибы в лес, вот именно такой классный запах. В первую очередь я поставила жариться грибы, потому что все-таки они будут жариться дольше, чем лук, и как только они, скажем, подсохнут, можно добавлять уже туда лук и все это вместе обжаривать. И в последнюю очередь мы туда добавим специи и кокосовое молоко. Что это за красавчик тут сидит, а? Скажи, что это у тебя на пальце такое странное? А ну-ка я тебе отгрызу обручальное кольцо, да? Недавно мне бренд House of CB прислал купальник новый, это их новая коллекция, очень красивый, такой нежный цвет вообще, прям очень хочу померить его. Мне нужно его прорекламировать в Инстаграме, я сейчас собираюсь поехать куда-то на Малибу, на пляж красивый, и как-то это круто сфоткать. Вообще я просто в восторге. Я прям хотела себе такой купальник. Так, прежде чем ехать на фотошоп, хочу купить себе масло, потому что у меня закончилось. Я вам показывала в одном из своих роликов это масло. Оно просто восхитительное для фотосессий в купальнике. Не могу сказать, что оно крутое для каких-то других целей. Просто так намазаться, если честно, не вижу в нем никакого смысла, потому что оно не увлажняет кожу. Оно больше вот как для эстетики, просто чтобы тело красиво мерцало, тем более на камеру оно еще больше мерцает. И я его очень быстро так использовала, то есть там вообще осталось буквально на дне. Я думаю, что возьму такой же, точно такой же, потому что меня абсолютно устраивает. Вот мы и на пляже, как я вам говорила, это самый попсовый пляж. Вы можете сейчас уже видеть, как там проводятся буквально десятки фотосессий внизу. Я вижу один светоотражатель, второй светоотражатель, уже несколько парочек видела, в сторис снимают. Я здесь фотографировалась просто 1500 раз. И для творческих съемок, и для коммерческих съемок. Ну, место действительно очень красиво, что тут скажешь. Тут красивый вид, и скалы, и океан красивый, и в целом пляж хороший. When it's dark for you to see,